Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – пожарная служба и полиция в Древнем Риме. Если сравнивать жизнь в Древнем Риме с современностью, можно без преувеличения сказать, что она была незавидной. Процветал рабовладельческий строй, медицина была на примитивном уровне, а для бедняка единственным способом обеспечить себе в старости хоть какие-то сбережения была 20-летняя служба в армии. Но несмотря на это, на то время Римская империя считалась самой передовой в мире. Один из фактов это подтверждающих – наличие в Древнем Риме полиции и пожарной службы. Еще в первом веке нашей эры решением императора Октавиана Августа была создана государственная пожарная служба, вернее ее древняя версия. Это был вклад императора в решение одной из наболевших проблем Рима – регулярные и сильнейшие пожары. И если раньше их тушением занимались стихийно согнанные по случаю группы рабов, то теперь этим должны были заниматься специальные отряды – вигилы. Кстати, изначально вигилы были только ночной городской стражей. Само слово «вигилы» означает «бодрствующие». Так что городские когорты или полиция работала днем, а вигилы следили за порядком в городе по ночам. И только со временем им добавилась новая обязанность – следить за пожарной безопасностью Рима. Надо сказать, что организация работы пожарной службы в Древнем Риме впечатляет. Рассмотрим, к примеру, перечень пожарных специальностей. Камнеметатели на баллистах или баллистарии. Во время пожара они рушили постройки, которые не могли затушить, чтобы огонь не перекидывался на другие здания. Акварии были водоносами и следили за подачей воды к месту пожара. Ремонтники обслуживали помпы и прочие приспособы для работы. Спасатели выводили людей из огня. Уже тогда они использовали специальные матрацы, куда прыгали люди из зданий. Были специальные люди, набрасывающие на огонь смоченные в уксусе полотнища и так далее. У вигелов было также подобие пожарной машины, в роли которой выступала конная повозка с насосом. Префект вигелов возглавлял корпус пожарной службы и тоже был весьма бодрствующий. По закону, ему полагалось бодрствовать ночью так же, как и его подчиненным. Чем занимался префект вигелов? Судом над преступниками, которые орудовали и были схвачены ночью, расследовал причины пожаров, наказывал виновных в возникновении пожаров. В Древнем Риме за умышленный поджог была смертная казнь. Денежный штраф платили граждане Рима за небрежность, приведшую к пожару. С негражданами все было просто. Они получали физические наказания, ну или смерть по ситуации. И последний пункт – это проверки. Да, пожарная служба и проверки – это старый союз. Префект вигелов обходил заведения и различные здания, осматривал печи, оценивал состояние кухонь, а также проверял количество запасенной воды на случай пожара. Теперь о полиции в Древнем Риме. Интересно, что к ее созданию приложил руку все тот же император Август. Это было специальное подразделение римской армии – городские когорты. Они выполняли роль полиции и располагались первоначально только в Риме, потом в его пригородах, а со временем и в других городах империи. Главные задачи городских когорт – это охрана общественного порядка в городе, борьба с преступностью и подавление бунтов. Солдаты подчинялись городскому префекту. Караульные посты были разбросаны по всему городу, и не только для того, чтобы лучше защищать закон и порядок, но и для более эффективного сбора сведений обо всех происшествиях. Каждая городская когорта состояла из 1000 солдат под командованием трибуна. Когорты объединялись в центурии под управлением центурионов. Солдаты набирались из числа свободных граждан италийского происхождения, во всяком случае в начале. По сравнению с легионерами, древнеримские полицейские занимали более высокий статус. Их жалования и социальные выплаты были выше, а срок службы составлял 20 лет. На самом деле, у древнеримской полиции дел было не впроворот. В Риме регулярно проходили массовые мероприятия, за которыми надо было осуществлять надзор – гладиаторские бои, театры и так далее. Кабаки, харчевни и бани также требовали пристального наблюдения. Здесь всегда была предельная концентрация масс, воровства и недовольных политикой элементов. В торговых рядах солдаты городских когорт следили, чтобы людей не обвешивали нечестные торговцы. Дело в том, что правильность мер и весов была засвидетельствована именем самого префекта города. Оно, кстати, было выбито прямо на гирях. Строго пресекались разные подозрительные и незаконные собрания,
Еще одной зоной ответственности полицейских были рабы. Как говорил древнеримский сатирик Ювенал, на цепи для преступников империи приходится тратить столько железа, что скоро его не будет хватать на мотыги. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.